Уважаемые дамы и господа, коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную проходящей в Гааге конференции государств-участников химической конвенции. Это высший орган нашей организации. Хочу представить участников этой конференции. Меня зовут Шульгин Александр Васильевич, я постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия. По левую сторону от меня Игорь Анатольевич Кириллов, начальник войск РХБЗ Министерства обороны Российской Федерации. По праву Виктор Иванович Холстов, руководитель Центра аналитических исследований по ОЗХО и КБТО при Минпромторге России. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, good evening. We'll start our press conference dedicated to the 24th session of the Conference of State Parties to CWC, which is a high-ranking body of the OPCW. Allow me to introduce ourselves. My name is Alexander Shulgin. I'm the permanent representative of the Russian Federation to OPCW. On my left is Igor Kirillov, who is the head of radiological, chemical and biological protection units of the Russian Armed Forces at the Ministry of Defense. And Viktor Holstov, the head of the Analytical Center for CWC and BWC at the Ministry of Industry and Trade. Работа конференции приближается к концу. Самое время подвести первые итоги. Думается, что нынешняя сессия конференции запомнится прежде всего принятием консенсусом двух проектов решения Западной тройки США, Канада, Нидерланды, а также России об актуализации контрольных списков из приложения к Конвенции. So the work of the conference is coming to an end, and it will be, we have to draw some initial conclusions. The conference will be remembered for adopting two draft decisions by consensus presented by Western Troika, the United States, Canada, the Netherlands, and Russia on updating schedules of the annex to the CWC. Впервые за все время существования химконвенции открыто было к подписанию еще в далеком 1993 году реестр подконтрольных конвенций отравляющих веществ пополняется новыми группами смертельно опасных химикатов. So for the first time in the history of the CWC, which was opened for signature in 1993, the list of toxic agents controlled by the convention will see new lethal deadly chemical agents. Помимо представленных Западной тройкой двух семейств абстрактных отравляющих веществ, которые на Западе именуют новичками, это их терминология, добавлены еще две группы отравляющих веществ. So apart from two families of abstract chemical agents that are presented by Western countries and called novichoks, we also added other two groups of chemical agents. В одной группе представлен химикат, который нарабатывался и изучался в секретных лабораториях НАТО,
Об этом в свое время, как вы помните, заявлял президент Чехии Земан. One group of chemicals contains a chemical developed and studied in NATO secret labs, which was stated by the Czech President Zeman. Еще одно семейство, на включение которого в список мы настояли, охватывает несколько сотен химикатов, разработанных и запатентованных в США в качестве химического оружия в 70-80-е годы прошлого века. Эти вещества должны были быть объявлены американцами еще на завершающем этапе разработки Конвенции, но они тогда этого не сделали. We insisted on adding another family of chemicals, which includes 100 of them, developed and patented by the United States as chemical weapons in 70s and 80s. The United States should have declared them at the final stage of the convention's drafting, but they failed to do so. Развязка проблемы со списками – это, безусловно, положительный момент. После длительного периода ожесточенной конфронтации здесь, в Гааге, на площадке ОЗХО, наконец-таки Россия и США показали, что наши делегации еще не разучились договариваться. So this solution regarding the schedules issue is a positive moment because in the period of a violent confrontation within the OPCW, Russia and the United States showed that their delegations still has an ability to come to an agreement. Вместе с тем, серьезным камнем преткновения на конференции стал вопрос о принятии программы и бюджета организации на 2020 год. Adopting a program of budget for the year 2020 has become a stumbling point for the organization and the CWC. Мы подтвердили свои возражения против так называемого омнибусного проекта программы и бюджета, подготовленного техсекретариатом. Почему? Потому что в нем были скрытно растворены расходы на так называемую атрибутивную деятельность, которую мы считаем нелегитимной. Она нарушает химическую конвенцию, наносит ущерб исключительным прерогативам Совета Безопасности ООН. We reaffirmed our position against omnibus draft project on the program of budget that was developed by the Technical Secretariat, since it included costs for attribution activities that are illegitimate and go against the CWC and are detrimental to exclusive prerogatives of the UN Security Council. Другой изъян этого омнибусного проекта – использование в нем кассовых остатков за предыдущий год без согласия на то всех государств-участников, что является грубым нарушением финансовых правил нашей организации. Another drawback of the omnibus draft is that it uses cash balances of the previous year without the consent of all member states of the conference, which is the violation of the financial provisions of the organization. Нас поддержали представители КНР, Китайской Народной Республики, которые тоже негативно оценили эту программу и бюджет. We were supported by China, that was also opposed to the draft program of budget. Только что прошло поименное голосование, мне принесли его результаты. За этот омнибусный проект подали свои голоса 106 делегаций, 19 высказались против, 17 воздержались и 11 вышли из зала. So I've just received the results of the roll call vote on the program of budget, and the results are as follows: 106 votes in favor, 19 votes against, 17 abstentions, and 11 delegations has left the room. Сказалась, видимо, недобросовестная кампания, проводимая нашими оппонентами, которые пытались создать впечатление, будто Россия
и Китай перекрывают кислород организации, не позволяют организации успешно функционировать в будущем. Probably it's a result of the unscrupulous campaign launched by our opponents who said that and tried to create the impression that Russia and China are trying to cut off the oxygen supply for the organization and its work. Вы знаете, если проанализировать результаты голосования, то видно, что более 1/3 государств, которые принимали участие в конференции, не стали ассоциировать себя с решениями по программе и бюджету организации. If we analyze the results of votes, we can see that more than 1/3 of states, member states that took part in the conference dissociate themselves from the program of budget for the year 2020. Разве это нормально, если мнение более 1/3 государств так игнорируется? Is it normal that the opinion of more than 1/3 of member states is ignored? Что и говорить, прискорбно, когда некоторые государства навязывают остальным решения, предполагающие вытягивание из них денежных средств на финансирование сомнительных начинаний, предпринимаемых в узкокорыстных интересах отдельных групп государств. It's deplorable that certain solutions are dictated by other member states. These solutions that are designed to pump money out of member states and to fund these initiatives put forward by other groups of states to serve their narrow interests. Наша позиция российской страны простая и понятная. Мы готовы и дальше финансировать организацию при условии, если деньги выделяются на конвенционную деятельность, то есть на ту деятельность, которая разрешена по Конвенции. The Russian position on the situation is simple and clear. We will fund the organization provided that the funds will be allocated for the activities permitted under the convention. Свидетельством такого конструктивного настроя Российской Федерации является тот факт, что мы перечислили свой национальный взнос за этот год в бюджет организации за вычетом части кассовых остатков за предыдущий период времени, которые направляются на финансирование атрибутивных начинаний в ОЗХО. And this is demonstrated by the fact that last year Russia has provided its financial contribution to let the organization function, but here we should exclude the cash balance that is used to fund the attribution activities of the organization. Проведению нынешней сессии конференции предшествовало появление ведущих СМИ западных стран целой серии публикаций по поводу махинаций в ОЗХО, подготовкой доклада миссии по установлению фактов применения химического оружия в отношении химического инцидента, случившегося в сирийском городе Дума 4 апреля 2018 года. In the lead up to the conference, the key Western media started publishing materials regarding the falsifications in the fact-finding mission's report with regard to the chemical incident in Duma on the 4th of April 2018. Кроме того, 18 ноября на имя всех государств-участников Конвенции поступило открытое письмо группы ученых и общественников, включая самого первого генерального директора техсекретариата ОЗХО господина Бустани. В нем содержался призыв к руководству организации разобраться со сложившейся ситуацией, провести в этой связи брифинг с участием всех членов спецмиссии, которая работала по инциденту в Думе, как бывших, так и ныне действующих. So on the 18th of November, member states received an open letter signed by scientists, civil activists, and also by the first Director General Bustani, which called on member states to figure out the situation and to hold a briefing which would involve all members of the fact-finding mission, both former ones and present ones.
Видимо, в этой связи Постоянное представитель США при ОЗХО устроил сегодня утром, мягко выражаясь, оживленную дискуссию в ОЗХО. So in this regard, the permanent representative of the United States to PCW had quite an active discussion on that. Выдвинул в адрес России и Сирии необоснованные обвинения. He has expressed allegations against Russia and Syria. Договорился до того, что Российская Федерация, оказывается, не выпускает из своих объятий химическое оружие, и что она помогает сирийскому правительству творить свои грязные делишки с химическим оружием, спрятавшись в каком-то темном углу. He even said that the Russian Federation still holds chemical weapons and even helps the Syrian authorities to carry out their criminal activities somewhere in the hidden place. Ну, если говорить о том, кто не выпускает из своих объятий химического оружия, то это точно не Российская Федерация. But talking about the fact who holds chemical weapons today, definitely it's not Russia. Тот, кто в действительности не выпускает химическое оружие из своих объятий, это как раз сами Соединенные Штаты Америки. Those who still hold tight chemical weapons today, these are the United States. Мы, российская сторона, привержены Конвенции, скрупулезно выполняем ее положения и досрочно выполнили свои обязательства по ликвидации оставшихся арсеналов химического оружия. We, the Russian Federation, reaffirm our commitment to CWC. We fully implement its provisions, and we have fulfilled our obligations regarding the destruction of stockpiles of chemical weapons. Вот наши американские коллеги копошатся, затягивают процесс ликвидации химического оружия, ссылаются на различные причины, финансовые, технологические. Но эти причины выглядят притянутыми за уши. But our American colleagues, they delayed the destruction process and they explain it with financial and technical reasons, but these reasons are far-fetched. Посол США, видимо, комментируя новые разоблачения в прессе, о которых я упомянул, заявил о необходимости всецело доверять высочайшим профессионалам, работающим в технической организации, экспертам организации. Они люди проверенные, работают объективно, непредвзято, им нужно доверять. So the EU's ambassador said, he commented the materials that I've mentioned that were published by Western media. He said that we need to trust these professionals, these dedicated experts, because they work in an impartial and correct basis. В этой связи я обратил внимание собравшихся, когда использовал право на ответ, что вот американский посол восторгается экспертами МУС, экспертами организации. So in this regard, I have used my right of reply and said that the U.S. Permanent Representative praises experts of fact-finding mission and their organization. Но почему же в таком случае технический секретариат отдал предпочтение и доверился в том, что касается окончательных выводов доклада по Думе? Напомню, речь шла о том, что это по заключению, отраженному в докладе от 1 марта, речь шла о воздушном ударе с использованием начиненных хлором баллонов. Почему же тогда техсекретариат доверился не экспертам МУВС, не экспертам этой специальной миссии, а каким-то трем неизвестным, якобы независимым и экспертам со стороны, которые и выдали на гора вот это заключение? But why did the technical secretariat prefer to trust
Well, I'm talking about the report on Duma of the 1st of March when they were talking about an airstrike with the use of cylinders with chlorine. Why did the Technical Secretariat trust not experts of the fact-finding mission, but 3 independent experts that were involved from outside? Не потому ли это произошло, спросил я, что среди экспертов МУС, которым призывал доверять господин Ворд, нашлись все-таки совестливые люди, которые побывали на месте в Думе и сделали наблюдения, выводы, расходящиеся с ожиданиями тех стран, тех государств, которые, видимо, были заинтересованы в раскручивании версии о причастности к случившемуся в Думе со стороны сирийских законных властей. Для чего? В качестве алиби своей вооруженной акции против суверенной Сирии, а именно ракетного удара, нанесенного США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля 2018 года. So I asked the question at the conference, why the US permanent representative was talking about those experts at a fact-finding mission, but actually there were some of them, those honest people who decided to go to Duma and made their own observations, made their own conclusions that are different from the position of the group of states who wanted to push a version that the Syrian government was involved in the chemical attack in order to justify their airstrikes committed by France, United States and Great Britain on the 14th of April against Syria. Я также предложил нашим делегациям подумать еще над таким вопросом. Технический секретариат, как вы поняли, сослался на мнение не экспертов МУС в этом конкретном случае, а мнение 3 якобы независимых экспертов со стороны. Российская Федерация дважды обращалась в технический секретариат с просьбой обнародовать результаты баллистических экспертиз, которые позволили вот этим якобы независимым экспертам сделать вот вышеназванное заключение о воздушной атаке. So I offered the delegations to reflect on the following question. Why did the Technical Secretariat trust 3 independent experts involved from outside? We offered the Technical Secretariat twice to make public the results of ballistic expert opinion, who actually made a conclusion that a net strike was used in Duma. Первый раз нам отказали, сказав, что не могут подвергать опасности жизни этих независимых экспертов. First, they refused because they said that they cannot put life of these experts to danger. Мы просто сказали, что нас не интересует личная сторона этих экспертов, упаси Господи. Что нам нужно, так это посмотреть на сами экспертизы, проверить их с научной точки зрения. Направили повторный запрос. But we said that we are not interested in their identity, we are just interested in their expert opinion and to make the review of them. That's why we have filed a second request to the Technical Secretariat. Ждали очень долго, не отвечали никак. Потом с грехом пополам прислали ответ. И опять ссылаются на то, что не могут раскрывать личности экспертов. So we have been waiting for a long period of time, and finally, when we received an answer, they just wrote that we cannot disclose the identity of these 3 experts. Как по русской пословице получается, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Мы просим дать баллистические экспертизы, а нам говорят, мы не можем раскрывать личности экспертов. Заколдованный круг.
You know, it's like mixing oranges and apples, because you are asking for ballistic studies, and they tell you that they cannot disclose the identity of these three experts. It's like a vicious cycle. Короче говоря, вот такая складывается ситуация. И выступая сегодня, я сказал, что в связи с систематическим отказом пресс-секретариата удовлетворять наши запросы, можно сделать два предположения. Первое предположение. So, the long story short, you see how the situation is right now, and we see that the technical secretariat systematically refused to satisfy our requests, and therefore we have two suggestions. Первое предположение – это что экспертиза баллистические, химические, какие угодно, настолько убогие, что любому маломальски подкованному эксперту станет ясно, что все шито белыми нитками. The first suggestion is that these ballistic and chemical expert opinions are so badly made that any experts can see that it's just ill-disguised. А второе предположение еще хуже. Возможно, никаких международных независимых экспертов и не существовало. Это все какая-то фикция, воображаемые персонажи, а их просто сюда приплели для того, чтобы придать весомость вот этому вердикту спецмиссии о воздушном ударе, к которому причастны сирийские войска, использующие хлор. And the second suggestion, well, it sounds even worse. They didn't have any independent experts. It's just a cover-up story. These are imaginary experts, and they were used like to make their verdict sound, to make their verdict reasonable, to say that actually the Syrian authorities were involved in the situation in Duma and used cylinders with chlorine. Примечательно, что никто из наших обычных оппонентов в этот раз не взялся нам возражать, никаких доводов не приводили. Вот, знаете, в отличие от наших американских коллег, которые сотрясают воздух лозунгами, держат в своих объятиях химическое оружие, чуть ли с ним не целуются, мы-то приводим конкретные факты, вещи, а на конкретные факты ответов нет. It's noteworthy that after I asked all these questions, our opponents stayed silent. And also I need to say that apart from the United States, who just shout their slogans and have chemical weapons, we just provide facts. Что делать дальше в этой ситуации, поскольку скандал набирает свои обороты? So we see that scandal ramps up more and more. What should we do? В отличие от американского посла, который, как вы помните, сравнил техсекретариат ОЗХО с маленьким островком посреди бушующего океана, волны его захлестывают, я предложил не драматизировать ситуацию и поступить иначе. So in contrast to the US permanent representative who compared the technical secretariat to a small island in a big ocean, I offered to stop the drama and do the following. Не надо нагнетать страсти, рассуждать о штормовой погоде, о сердце циклона, где вот бедный техсекретариат находится. Давайте лучше взглянем на техсекретариат иначе. I said that we need to stop fueling up the situation. We should stop talking about storms and cyclones at the center of which is the technical secretariat. I just said that we need to have another look of the technical secretariat.
Давайте посмотрим на нашу организацию и на технический секретариат как на наш общий дом. Именно к этому призывает нас генеральный директор технического секретариата. Общий дом, куда мы, все государственные участники, можем прийти со своими наболевшими вопросами и постараться решить их. Let's just view the Technical Secretariat and OPCW as our common home, as the Director General called us to do so. Where it's a home where we can come and discuss different outstanding matters. Встает вопрос, есть ли вот сейчас проблема, связанная с функционированием организации нашей? The question is there any problem regarding the work and functioning of OPCW? Да, конечно, есть. С одной стороны, 3 якобы независимых эксперта, которых скрывают и результаты экспертиз нам не показывают. Yes, there is a problem. First, we have 3 independent experts that are hidden by the organization. Their expert opinion is also concealed and not made public. А с другой стороны, десятки специалистов, признанных специалистов с международной репутацией, я имею в виду группу британских ученых во главе с профессором Робинсоном, профессором Массачусетского университета Посла и других, которые обращают внимание на кричащее несоответствие между выводами и реальным положением дел. So, because there are tens of eminent, internationally recognized experts and specialists, we have a group of British scientists, Robinson, for example, an expert Postola from the Massachusetts University. They all show that there are certain discrepancies in the reality and in what is provided to us. Я напомнил, что мы в свое время предлагали провести брифинг всех экспертов МУФС, которые как прежде работали, так и сейчас работают в составе техсекретариата, и которые выезжали на место в Думу, чтобы во всем разобраться. So I also reminded you that we offered to hold a briefing with all experts on the fact-finding mission, both former and present ones, that worked in technical secretariat and those who also visited Duma to set the record straight. Мы, в числе прочего, вносили это предложение потому, что наши военные нашли сирийцев, невольных участников этой провокации, запечатленных в ролике белых касок. We made a proposal because our military have found those Syrians that you probably saw on the video made by white helmets that were actually participants of this provocation. Прямо в апреле 2018 года мы привезли сюда этих свидетелей, которые выступили в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия, рассказали, как все было на самом деле. And we brought them exactly in April 2018 to the PCW headquarters, and they told how actually everything was at that time. Маленький мальчик Гасан, по-моему, ему 7 или 6 лет, все рассказывал. А как известно, устами младенца глаголит истина. And there was a small boy, 6-7-year-old boy, Gassan, who told what actually happened. As you know, actually the smaller ones always tell the truth. После этого брифинга организаторы провокации постарались быстренько упрятать этот ролик, никто уже его не видел, он исчез просто. After the briefing, the organizers of this provocation has hidden the video, so you can barely find it today. А что же вот эта спецмиссия, ее окончательный доклад от 1 марта, они как-то упоминают этот брифинг или придают ему какое-то значение? And what about the report of the fact-finding mission of the 1st of March? Do they even mention this briefing?
Да нет, конечно, просто отмахнулись как от факта, который не вписывается в ту картину, которую нужно было создать. No, they disregarded it as the fact that that doesn't fit into the picture that they want to show. Помнится, когда мы предлагали провести вот вышеуказанный брифинг, встал опять американский посол и заявил, что он никогда не допустит здесь, в Гааге, воспроизведения сталинских процессов 30-х годов с запуганием и перекрестными допросами. I remember when we offered to hold a briefing again, the US permanent representative started saying that he will not tolerate Stalinist trials of 1930s with intimidation and cross-examination. Ну, послушайте, если американцы так уж боятся российского представителя на этих слушаниях, на этом брифинге, но ради бога, можно подумать другой формат, о другом формате. Пусть, например, генеральный директор, как некоторые вот здесь предлагают, встретиться с группой вот экспертов, бывших и настоящих спецмиссий, но в присутствии международных независимых наблюдателей из различных стран, может быть, за исключением 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Well, if the United States are so afraid of the Russian representative present at the briefing, well, we can offer other formats. For example, it has been proposed several times that the Director General could hold a meeting with the experts of the fact-finding mission, both former and present, together with the independent observers, particularly from different countries or even permanent members of the UN Security Council. Ну, вариантов много, была бы только добрая воля. There are many variants, all you need to do is just to show a will for that. Зато бездействие крайне опасно. Because staying idle is dangerous. Мы просто загоним болезнь внутрь. We will just conceal symptoms of the disease. И доверие к будущей продукции техсекретариата, будь то доклады спецмиссий по установлению фактов применения химического оружия, или же доклады вот этой группы по расследованиям идентификации, атрибутивной группы, доверие будет изначально подорвано. Otherwise, we will undermine our trust to technical secretariat documents, particularly the reports of the fact-finding mission or the reports of the identification and investigation team. В общем, нужно действовать. Мы рассчитываем, что ситуация так или иначе будет рассмотрена. Важно это сделать хотя бы потому, что цена ошибки экспертов МУКС чрезвычайно велика. От нее зависит международная безопасность, безопасность в мире в целом. Overall, we need to act and to deal with the situation because the cost of a mistake committed by FFM experts is so high that it can affect the international security. И, наконец, последнее. Россия группой своих единомышленников выступает на этой конференции государств-участников с сильным заявлением о необходимости активизации борьбы с химическим терроризмом. Проблема связана с тем, что недобитки из числа боевиков ИГИЛ получили опыт обращения с химикатами, имеют такие химикаты на руках и могут совершать акты химического терроризма, в том числе и в тех странах, куда они возвращаются. And also I need to say that Russia and like-minded member states will make a strong statement on ramping up our fight against chemical terrorism, because today terrorists of the Islamic State have an experience in using chemical weapons. They have them and they can commit terrorist attacks in other countries, particularly in those countries to where they return. В общем, вот такие предварительные итоги. Посмотрим, чем
на самом деле закончится конференция. Спасибо за ваше внимание. Переходим к вопросам и ответам. So this the preliminary conclusions of the conference. So we will see how it will end tomorrow. Thank you very much for your attention, and now it's time for questions and answers. Good evening, Ambassador, gentlemen. I'm David Meyer. I'm with Global News in Brazil. And my question really has to do with, in light of all of these tensions and disputes among signatories to the OPCW, we've seen the famous whistleblower letter in the last couple of weeks that really raises the question that's been talked about for over a year now about whether the chemical attack at Duma happened or didn't happen, whether what was shown on television was staged or real. I would appreciate it if you could comment on the impact of all of this on the credibility of the OPCW as a multilateral institution. Can it be believed? Can the public listen and be reassured by what it's hearing? And if I can just follow up that question, as you mentioned, José Bustani was the original Director General of the OPCW and signed this letter. If you see any parallel between the situation with Mr. Bustani, who was essentially squeezed out of office in 2002, early 2003, because he was an obstacle in the way of the plans for an invasion of Iraq. Do you see any parallel between that and what's going on today? Thank you very much. Добрый вечер, я представитель Global News из Бразилии. В свете всех этих споров государств-членов в Организации по запрещению химического оружия, а также в свете всех последних напряженной ситуации и также того, что недавно произошла утечка письма касательно доклада по Думе, возникает вопрос, что же тогда произошло в Думе. Видеть то, что мы видели по телевизору, происходило ли это на самом деле, или это была постановка, как такая ситуация теперь повлияет на авторитет организации как многостороннего института, можно ли ей доверять. И также я в продолжении хотела бы спросить, что вот вы говорили об открытом письме, которое подписал первый генеральный директор Бустани. Считаете ли вы, что здесь можно провести параллель с тем, что его тогда заставили покинуть свой пост в 2002-2003 году, потому что он препятствовал проведению военной ситуации в Ираке? Просматриваете ли вы параллель между этими двумя событиями? Спасибо за вопрос. Какое воздействие все эти перипетии оказывают на нашу организацию? Конечно, неблагоприятное воздействие. Ну что тут говорить. Конечно, на кону сейчас находится доверие техсекретариату к организации. So thank you for your question. Talking about the impact, I need to say that all these difficulties have a negative impact on the organization, and I need to say that today the credibility of the organization is at stake. Ну вот судите, что мы должны сами думать. So what, in your mind, what should we think about it? Я попозже попрошу Игоря Анатольевича, начальника войска ХБЗ, рассказать несколько слов на этот счет. Но смотрите, наши военные были там вскоре на месте происшествия. Мы сразу увидели, что это провокация. Later, I will ask Mr. Kirillov to say a few words about it. I need to say that our military went there to the site of the chemical incident, and right away they said that it had been a provocation.
Наши военные эксперты передали подробнейшие выкладки, материалы, которые свидетельствуют о глубоком анализе ситуации, о том, что никакой там атаки не было, что, скорее всего, это была провокация. Передали такие материалы прямо в руки генеральному директору, когда он находился с визитом в Москве. Our military experts provided detailed and thorough materials to Director General, who was on his visit to Moscow, which confirmed that there was no attack. Я уже упоминал брифинг, когда мы сюда привезли сирийцев. Они показывали на себя в ходе демонстрации фильма, рассказывали, кто из них находился, какие роли им были предписаны во время этой провокации белых касок. You remember the briefing in April 2018 when we brought Syrians to it, and they told you about the roles that they were playing in the video and what they were doing. Словом, массу информации предоставили. Нам говорят, что решение, вот этот одиозный, тенденциозный вывод от 1 марта о том, что воздушный удар, значит, сирийская армия причастна, сделан на основании всей полноты информации. But we have provided a lot of information, and they say that the tendentious conclusion on the Сейчас я закончу тут постоянно. on the airstrikes committed by Syrian authorities is based on substantive information. Ну какая же это полнота информации, если то, что мы даем, факты непосредственные, просто замалчиваются, не находят своего отражения нигде. But how this information can be called full or substantive if we provide facts and they are silenced? Что касается господина Бустани, который подписал письмо, мы, конечно, знаем о его истории. As for Mr. Bustani, who signed an open letter, we know his story. Мы знаем, как бесцеремонно, грубо действовали американцы, выдавливая его из организации, буквально выдавливая. We know the acts that were made by the United States to squeeze him out of the organization. И в этом смысле я вижу, конечно, перекличку между тем, что происходит сейчас, и тем, что было в те времена. And so I can draw a parallel with what happens now and what happened at that time. Объяснение здесь лежит на поверхности. The explanation here is crystal clear. Американцы со своими союзниками пытаются, в частности вот здесь, в стенах ОЗХО, подменить международное право своими собственными правилами. The United States and their allies here in the PCW are trying to replace the international law with their own rules. Вот захотели они сюда привести атрибуцию подкупом, различными махинациями, сюда завезли эту атрибуцию. So they wanted to have attribution at their organization, so they used all the schemes and bribes, and now they have it. Причем, вы знаете, они сами правила придумают и сами же их по ходу изменяют. Я вам только что привел конкретный пример. They make up their own rules, and after that they change them. I have already provided you an example. Вот американцы и их союзники предлагают верить экспертам организации, верить ровно как Библии, слову из Библии. The United States and their allies offer us to trust OPCW experts as the word of the Bible. Но когда появляются совестливые эксперты МУКС, которые имеют какое-то другое мнение, они моментально на ходу перестраиваются и говорят: нет, вы верите не экспертам МУКС, не профессионалам из ОЗХО, а вот каким-то там неизвестно безымянным независимым экспертам. But when the experts of FFM has other opinions, they say, oh, don't believe the fact-finding mission. You should trust those three unknown independent experts.
В общем, нехорошая ситуация. Я хотел бы попросить Игоря Анатольевича Кириллова несколько слов сказать по поводу вот этой всей ситуации с Думой. So as you can see, the situation is deplorable. Now I would like to give the floor to Mr. Kirillov, who will say a few words on the Duma situation. Уважаемые господа, добрый вечер. На что бы я хотел обратить внимание по населенному пункту Дума и по тому инциденту, который там произошел, со слов Соединенных Штатов Америки, со слов белых касок, с якобы применением хлора. Отчет МУФС и отчет, который был опубликован Организацией по запрещению химического оружия, был опубликован 1 марта 2019 года, то есть больше, практически через год после этого инцидента. На месте инцидента наши специалисты были 10, 11 и 13 числа апреля месяца 2018 года. Притом район Думы, он не был освобожден от боевиков, и там было местное население, которое враждебно было настроено на этом этапе в отношении правительственных войск Сирии. И работали, заходили в дом в их присутствии. То есть никакой фальсификации быть не может. Хотелось бы отметить, что в апреле месяца 2019 года генеральный директор ОЗХО господин Ариас был в Москве, в Министерстве обороны, где ему было представлено заключение экспертов, которые ему показали, что здесь явно фальсификация, в чем и заключалась визуально. Ну, во-первых, отверстие, которое было, все помните фотографии, да, баллон с хлором, лежащий на кровати. И когда мы представили все материалы и расследования специалистов, что отверстие в потолке не соответствует размеру баллона ни при каких обстоятельствах. Второе, что баллон, если бы действительно упал на кровать, от кровати бы мало что осталось. И та траектория, по которой он бы летел, и баллон никогда бы не оказался в этом месте. Показали ему фотографии заключения, что баллон волокли по лестнице с остатками краски от этого баллона желтого цвета на этих местах. Показали, что следы хлора, которые там обнаружены, они были в такой степени в микроскопическом количестве, которые более характерны для бытовой химии, которая применяется для дезинфекции помещений. И, кстати, вот практически все эти выводы, они содержались в полной части доклада, которую делала МУС в марте. Good morning, ladies and gentlemen. So I would like to say a few words regarding the chemical incident in Duma. So the United States and the White Helmet say that chlorine was used there. And if we have a look at the report made by FFM and the PCW and issued on the 1st of March 2019, it was issued a year after the incident took place in Duma. Our delegation from the Ministry of Defense visited Duma on the 10th, 11th and 12th of April. At that time, Duma wasn't liberated from terrorism, and at that time, locals were quite hostile to government forces. In Duma, we entered a house, and all these materials that we've made in the house, we provided to Director General Marias, who visited Moscow in April 2019. He visited the Russian Ministry of Defense, and there we provided him expert opinion regarding the fact that the information in the report of the 1st of March was falsified. Just according to the information of the report, they have a chlorine cylinder. We showed them the photo of the chlorine cylinder on the bed. Actually, this chlorine cylinder has made a hole in the ceiling,
but the size of the hole in the ceiling doesn't match the size of the cylinder itself. And moreover, if this cylinder was dropped on the house, it would destroy the bed completely, but the bed wasn't touched. And as for the trajectory of the cylinder, it was wrongly calculated, because according to their calculations, it wouldn't even fly, it wouldn't even reach the building. So also we had a look at the cylinder, and we saw that it was actually has been brought, they dragged it on stairs, because the cylinder had traces of paint. And also, as for the traces of chloride that was detected in the cylinder, their number was so small. We can say that such amount of chlorine could be used only in household purposes, just to disinfect something. So all these conclusions, they were actually present in the original report of the fact-finding mission. Нам обещали в апреле месяце, что в самых этого года, в самые короткие сроки нам ответят на наши вопросы и расхождения, которое было официально представлено в докладе МУС, но это так и не произошло, прошло уже более чем полгода. So in April 2019, they promised us to answer our questions and to figure out all the discrepancies that we detected. More than half a year has passed after that, and nothing happened. Это вот к вопросу о полноте информации, на основании которой эксперты технического секретариата делают свои выводы. После этого вы спрашиваете, какое будет воздействие и есть ли доверие к деятельности техсекретариата. So this is kind of a full information that is used by technical secretariat experts to make their reports. And you ask about the fact how it impacts the organization and how it impacts the confidence, credibility of the technical secretariat. Пожалуйста, какие еще вопросы? Do you have any more questions? Yes. Stéphanie Mopin from Le Monde. Could you be more specific regarding the budget? You said that Russia is going to pay the quota, I think, for the. But would it be based on the 2020 budget as it has been adopted this afternoon? Газета «Le Monde», вы могли бы, пожалуйста, уточнить ситуацию по бюджету, какой будет вклад и какие будут взносы в 2020 году? Знаете, ответственность за сложившуюся ситуацию, когда 1/3 государств-участников конференции не стала ассоциировать себя с принятием решения, на мой взгляд, лежит на техническом секретариате. Это они выступили с идеей такого комплексного, омнибусного решения. You know, we think that the technical secretariat is responsible for situation when more than 1/3 of member states of the organization disassociate themselves from the decision-making process. It was particularly the technical secretariat who has put forward an omnibus draft decision. Главная проблема для нас состоит в том, как я уже говорил, что запрятаны в этот бюджет, но так что трудно докопаться, расходы на атрибуцию, нелегитимную атрибуцию. The major issue is that the program of the budget for the year 2020 provides budget items for attribution activities that are legitimate. И потом опять кассовые остатки за предыдущий год распределяются без ведома государств-членов. Это нехорошо, это нарушение. And after that, the cash balance of the previous year is redistributed without member states being aware of that.
which is again illegitimate. It goes against rules. Потом есть большое лукавство со стороны технического секретариата. Also, we see that the technical secretariat is quite tricky in its action. Нам все время внушает мысль, что это нулевой прирост бюджета. Нам все время внушает мысль, что это нулевой прирост бюджета. They always say to us that there is like zero surplus for the budget. Но на самом деле, если используются остатки, то это уже никакой не нулевой прирост. И в будущем такой экономии может не хватить. But the fact that there is cash balance says that there is a zero surplus, and in the future we are going to deal with financial issues. Мы предлагали распакетировать этот проект бюджета, отдельно выделить вопросы, по которым мы готовы принимать бюджет при условии, что это разрешенная по Конвенции деятельность. Отдельно выделить вопрос о кассовых остатках. Кстати, во всех международных организациях так и делается, но нас не захотели слушать. We offered to have different items of the budget program, so that we could make agreement on that. The first items would adopt certain budget items regarding the activities that are allowed under the convention, and the second items that pertain to the cash balance itself. This is how it's practiced in international organizations actually. То есть налицо целый букет нарушений. So we see that there is a whole series of violations. Тут и финансовые правила организации установленные в ОЗХО нарушаются. We see that financial rules of a PCW are violated. Тут махнули рукой и на наилучшие практики других международных организаций. They disregard best practices of other international organizations. Спрашивается, почему? The question is why. Все потому, что так захотели американцы, им это удобно, им это нужно, они навязывают свои правила вместо международного порядка. Because the United States wants it, they need it, and they want to impose their own rules. Ну вот я думаю, вам дал ответ. I think I have provided you an answer. Пожалуйста. Yes, please. Good evening, Erik van der Beek, independent journalist. Question regarding Duma incident from Mr. Kolinov, if I pronounce your name well. 35 persons were found dead at location 2. Only one of them was identified. Do you know of any initiatives to identify the others by the Syrian government, for example? There have been lots of photos, videos of these persons. It must be possible to identify these people by family members. So it's a mystery to me why this hasn't happened yet. Could you say something about that? Добрый вечер, я независимый журналист. У меня вопрос по Думе. Уважаемый господин Кириллов, я хотел спросить о тех людях, которые были обнаружены на участке 2. Из них был опознан только один. Вопрос о том, есть ли какие-то дальнейшие инициативы по опознанию людей. Много фотоматериалов, видеоматериалов. И нужно, чтобы их опознали родственники. Планируются ли какие-то дополнительные действия? Я не знаю, видели ли вы конференцию господина Григорьева, который проводил по этому инциденту и рассказывал про трупы, которые завозили в Думу специально. My question is to you, have you seen the press conference organized by Mr. Grigoriev regarding the fact that bodies were sent to the incident in Duma? Yes, I have. Когда из фотографий, которые были представлены белыми касками, местные жители не обнаружили практически ни одного человека, который там был.
So the photos that were published by White Helmets, the local residents weren't able to identify any of them. С нашей точки зрения ситуация развивается почему так вот активно. Вот смотрите, был сфабрикованный инцидент в Думе. 3 государства, обладающие высочайшим статусом в мире, нанесли, по информации, которая была не проверена, превышая свои полномочия, уничтожили 2 научно-исследовательских объекта, которые работали в области медицины. Это Барза и Джанрай. So I need to say that the whole situation was staged, and the 3 states that actually have a high status in the world abused their powers and destroyed 2 scientific research facilities in Barza and Jamrai. Представляете, как будут выглядеть люди, которые утверждали, что было действительно применение хлора, а если это не было, это авторитет падает и этих государств, и сама организация по запрещению химического оружия, которая промолчала, а между тем мы же ждали представителей, которые выехали и в это время были в Бейруте. Мы ждали их, но они не приехали ни 14 числа, 14 я был в Сирии, ни 15 числа. Руководитель ШБ Барак был, да? Самуил Барак, да. Он переехал, вместо того, чтобы поехать в Думу, к месту инцидента, Барак поехал в Липецкую зону через Турцию. So imagine how these people would feel. They argued that chlorine was used, and right now it's not the case. The whole situation undermines the credibility of the PCW, and actually we were waiting for experts who were in Beirut. We were waiting them on the 14th and the 15th. We were in Syria at that time, but they didn't come. And you know what Samuel Barak did? Instead of coming to Duma, he decided to go to Idlib through Turkey. Нам предлагают верить в расследование миссии по установке фактов с таким подходом. Они профессионалы, и они от кого не зависят. Но вот если даже у специалистов иностранных возникают вопросы к расследованию, то как же у всего мирового сообщества будет уважение к этой группе, которая там проводила расследование? They say that we need to trust the fact-finding mission report because experts working there are impartial and dedicated professionals. But just have a look at the reaction of foreign specialists who cast doubt on their report. Just imagine the position of the entire international community to the fact-finding mission. И вот миссия, которая работала по установке фактов, она проверяла записи в больницах, если не ошибаюсь, в 3. Не хотела разговаривать с участниками съемок, которые проводили белые картки. Вот такой подход, такое ощущение, что масса информации, она уже к ответу, что Сирия виновата, и сирийское правительство, она как-то уже скапливалась. So the fact-finding mission, they didn't check hospital records at 3 hospitals. They decided not to talk to the eyewitnesses and those who were present in materials. So they were just gathering the information to make an impression as well as this Syria is at fault of the whole situation. Спасибо большое. Какие еще вопросы у нас? Thank you very much. Do you have any more questions? If I could just follow up then in light of everything that has been spoken about today, would you describe the OPCW as an independent institution or a political one? В продолжении всего нашего разговора хотел спросить у вас, считаете ли вы ОЗХО независимым институтом или же все-таки политизированным? Ну, безусловно, политизация в стенах ОЗХО зашкаливает. We see that the politicization in OPCW has hit the record.
Не мы несем за эту ответственность. We are not responsible for that. Каждый раз наши западные партнеры пытаются привносить такую политизацию. Our Western partners are trying to promote the politicization of PCW. Чего стоит, например, регулярные попытки постоянного представителя США ставить вопрос о легитимности присутствия на наших заседаниях, слушаниях представителя Венесуэлы. And an example is that the US permanent representative at all the deliberations raises a question on the legitimacy of the presence of the Venezuelan permanent representative. Какое это отношение имеет к технической сугубо работе организации? What does it have to do with the technical aspects of the PCW work? Организация по своему назначению должна заниматься технической работой, инспекциями, проверками, оказанием технического содействия государствам-участникам. PCW is in charge of technical activities like inspections, verifications, technical assistance. А ей навязывают новые функции, не предусмотренные Конвенцией, фактически возлагают на нее прокурорские функции. And they dictate her other functions that are not provided by the Chemical Weapons Convention, particularly the prosecution functions. И, конечно, нас это не может не заботить. And that's why we are preoccupied about the situation. Но все-таки мы не теряем оптимизма. But we remain to be optimistic. В главе нашей организации, во главе технического секретариата находится Фернандо Ариас. Это выдающийся испанский дипломат. The PCW Technical Secretariat has one of the leaders, which is Darius, who is an eminent Spanish diplomat. Человек с огромным опытом. He has a vast experience. Я вспоминаю мои встречи с ним. Однажды я был у него в кабинете, когда он еще был послом Испании здесь, в Гааге. Он показывал мне фотографии, где был запечатлен с выдающимися людьми нашего времени, президентами, королями, премьер-министрами. I remember my meetings with him, and particularly when I visited him as the permanent representative and ambassador of Spain. He showed me his photos with presidents, kings, prime ministers. И он говорил, что мы должны быть достойными вот этих людей, вместе сообща работать, принимая вызовы нашего времени. And he said that we should be as decent as them, and we need to meet today's challenges. Вот почему сегодня, когда американский посол нагнетал страсти, нагнетал напряженность, и когда он представлял технический секретариат чуть ли не осажденной крепостью, волны нее разбиваются. So why did the United States permanent representative fuel all these tensions and saying that the technical secretariat was like a fortification? Я предложил рассматривать техсекретариат, как, собственно говоря, нас к этому призывает уважаемый мной, очень уважаемый мной господин Ариас, рассматривать в качестве общего дома. I offered to you technical secretariat as our common house, as it was proposed by Mr. Arias. Но если есть у государства, и, кстати, не последних в организации государства озабоченности, значит, надо эти озабоченности принять во внимание, выслушать, найти какие-то решения. If member states have some concerns, we should listen to them and try to find a solution. Я лично надеюсь, что при наличии доброй воли все у нас здесь в организации получится, и она вернется на рельсы
успешной работы, как это было раньше, когда организация заслуженно получила Нобелевскую премию мира. I hope that if we show good faith, we will be able to make OPCW successful again and to make its activities successful. I still believe that at that time when the organization received the Nobel Prize, it was for a good cause. Еще вопросы? Do you have any more questions? Я бы попросил, если возможно, уважаемого Виктора Ивановича все-таки несколько слов сказать о проблеме со списков. Это была очень долгая история, и не сразу мы вышли на понимание, и, может быть, Виктор Иванович здесь сделает комментарий. Now I would ask Mr. Holstov to say a few words regarding schedules. It was a long story and it was quite difficult for us to reach mutual understanding on that. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Может быть, прежде чем поднимать вопрос, что я хотел бы уточнить, может быть, у кого-то есть вопросы в этой части? Thank you. Good evening, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Before I will say several remarks on schedules, I need to ask you, do you have any questions regarding the schedule situation? Я думаю, на данном этапе все понятно уже, да? I think as of today, as it's a present stage, everything is То clear. есть решение вчера было принято положительное решение с точки зрения того, что списки по конвенции попадает большое количество химикатов, которые должны контролироваться с точки зрения работы с ними. Because yesterday the conference adopted a positive decisions regarding the schedules of CWC, which now will control special toxic agents and chemicals. Мы к необходимости такой работы приходили уже в последние годы, и она завершилась логическими какими-то решениями. We have been discussing the whole issue for a long period of time, and finally we have reached a solution. Действительно, работа проходила весьма сложно, напряженно, политизированно, с точки зрения того, что ряд государств почему-то решило, что эта проблема вот этих новичков, это российская проблема, хотя большое количество публикаций находилось именно в зарубежной прессе, в западной прессе, которая показывала, что работа с такими химикатами токсичными, она широко проводилась во многих странах Запада, включая Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Чехия не просто как страна, но как, в которой центр находится НАТО и специалисты всех государств, входящих в НАТО, они проводили вот там исследования с такими химикатами. Truly, the whole process was tense, difficult, and politicized. Several member states were saying that the problem with Novichoks is a Russian problem, but the Western media provided a lot of materials and articles on the fact that these Novichoks were widely used in the research, particularly by the United States, Great Britain, and the Czech Republic. And the Czech Republic itself has a special NATO center where specialists from NATO member countries are involved in the work with these Novichoks. И надо отметить, что в апреле прошлого года, после известных событий в Солсбери, именно Россия предложила принять меры и рекомендовать в своем выступлении на ИСПО-совете было рекомендовано, чтобы генеральный директор организации принял меры и рассмотрел, подготовил предложение по внесению изменений в списки химикатов с включением большого количества тех химикатов, которые стали появляться в научной литературе. And in April 2018, after the developments in Salisbury, Russia offered to take measures, and at the Execution Council's session, we
recommended to Director General again to take several steps and to change schedules of CWC to include novichoks. И на вот том этапе эта работа носила также политизированный характер, принимая во внимание, что были первые попытки сказать, что это проблема, связанная с новичками, с разработкой в России, подтверждения которым нет. And at that stage, the process was also politicized because it was said that the novichoks were only developed by Russia, but this information wasn't confirmed. И, собственно, вот мы настойчиво, спокойно, но показали, какое большое количество различных химикатов этой серии именно разрабатывалось в западных странах. And we consistently showed that these chemicals were developed and researched by Western states. Надо отметить, что вот такое количество химикатов, оно не только было проведено, обследовано, кстати, к этой группе относятся несколько десятков химикатов, которые сегодня являются предметом для того, чтобы прекратить работу с ними незаконно, вне рамок Конвенции. And I need to note that they include those chemicals that were verified and examined. Actually, we are talking about dozens of chemicals with which work should be prohibited. И мы убедительно показали, что именно вот эти химикаты уже используются в различного рода патентах, которые показывают их широкое использование в различных оценках для того, чтобы решать проблемы, связанные с химическим оружием. So we have also demonstrated that some of these chemicals are used in patents, and these patents in their turn show that these chemicals are widely used in the developments of chemical weapons. Ну и кроме того, на первом этапе было неприятие наших предложений, связанных с тем, что те вот предложения, которые представили Соединенные Штаты Америки, Канада и Нидерланды, включить именно конкретные химикаты, в том числе обнаруженные в Солсбери и Эйнсбери. And they oppose our proposal on schedules of chemicals because there was another proposal drafted by the United States, Canada and the Netherlands regarding several families of chemicals and those chemicals that were particularly used in Salisbury and Amesbury. И мы понимали, что это неприятие было связано как раз с тем, что западные страны себя, наверное, чувствовали не очень удобно, проводя такие работы и пытаясь их скрыть под общей вот такой конфигурацией, которую они предложили семейству, в которых нет конкретных химикатов, а есть какие-то такие несуществующие химикаты. И, соответственно, это принятие таких химикатов ничего бы не давало Конвенции с точки зрения ее укрепления. And we understand that probably the Western countries that drafted their proposal didn't feel comfortable when they were carrying out their work because they haven't provided any certain chemical. Actually, all the chemicals that they proposed, they didn't exist. So by adopting their proposal, this would do nothing for their organization. И вот здесь надо сказать, что здравый разум, он восторжествовал, и наши предложения были приняты. И теперь мы можем говорить, что действительно большая группа химикатов этой категории сегодня попадает под запрет в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. But finally, common sense prevailed, and our proposal was adopted. And as a result, a large group of chemicals is prohibited under the CWC. Но еще одна большая группа, четвертая, которая была нами предложена, она охватывала те химикаты, которые в Соединенных Штатах Америки очень широко разрабатывались, оценивались,
Вот. И эти химикаты, так называемые карбаматы, они были также запатентованы. Мы показали убедительно, что такие химикаты существовали или описаны широко более чем в 30 патентах, изданных в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, их общее количество составляет более 400. So the fourth group, which was also part of our proposal, the fourth family of chemicals contains those ones that were developed by the United States. I'm talking about carbamates that are present in many US patents, and we showed that they exist nearly in 30 United States patents. But in general, you can find more than 200 patents with carbamates. Причем в каждом патенте упоминалось, что те соединения, которые там описывались, они относятся к химическому оружию. And each patent showed that these chemicals that are mentioned there actually are related to chemical weapons. И при этом токсичность многих химикатов подобного типа, она была в 2-3 раза выше, чем самый известный токсичный химикат, который сегодня есть в Конвенции, это ВИ. And the toxicity of these chemicals was twofold or threefold bigger than the most toxic agent in CWC, which is the VX. Нам пытались сказать, что это химикаты, которые разрабатывались там в 70-х, 80-х годах, но мы опять же убедительно показали, что оценки их продолжаются уже в наши годы, то есть в 12-13 годах этого столетия проводились различные испытания, связанные с совершенствованием рецептуры и способов проникновения этих химикатов в организм человека для нанесения поражения. They said that these chemicals were developed in 70s and 80s. However, we showed that these chemicals are still used, particularly found materials of 2012 and 2013, when they carried out tests to improve the composition of these chemicals and make sure that they will actually have an effect on the human health. Поэтому вот эта долгая продолжительная работа завершилась логически с точки зрения принятия решения о внесении всех этих химикатов в списки по конвенции. So finally, we have reached a logic end to this long work, and our proposals were adopted and schedules were changed. И мы сегодня говорим о том, что конвенция в данном случае укрепляется в связи с тем, что многое количество соединений, представляющих угрозу для целей конвенции, попало именно в списки запрещаемых для разработки. And we still see that these developments strengthen CWC because we have added new chemicals to its schedules, which actually has a negative effect on purposes of the convention. И мы, в частности Россия, она не политизировала эту работу, а спокойно проясняла, разъясняла все вопросы, связанные с тем, чтобы принять эти химикаты в списке. So we, particularly the Russian Federation, we didn't politicize any process. We just explained and answered all the questions in order to include the chemicals to schedules. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Thank you for your attention. If you have any questions, I will be glad to answer them. Если нет вопросов, мы будем завершать нашу пресс-конференцию. Спасибо всем большое. Рады нашей встрече. Спасибо. So since there are no questions, that's the end of our press conference. Thank you for your attention. Thank you very much.
Thank you.